Друзья, сегодня мы с вами приготовим очень вкусную закуску, без которой, например, в моей семье не обходится ни один праздничный стол. И как вы уже поняли из названия, сегодняшний рецепт — это хей из минтая. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Дикий дальневосточный минтай считается корейской рыбой. Именно корейцы начали первыми ее вылавливать около 300 лет назад, да и название тоже пришло из Кореи. В корейской кухне минтай представлен очень разнообразно. И, кстати говоря, Корея потребляет 10-ю часть мирового улова, что неудивительно. Дальневосточный минтай обладает высоким содержанием белка и низким содержанием жиров. Также в нем очень много йода, и регулярное употребление данной рыбы благотворно сказывается на качестве вашей кожи, зубов и волос. Многие в России и в странах СНГ недооценивают минтай, называют его кошачьей рыбой, и очень зря. Минтай вкусный, полезный и очень доступный. Поэтому обязательно приготовьте сегодняшнее блюдо, и если оно вам понравится, то в следующий раз я вам покажу, как приготовить вкусный корейский суп из дальневосточного минтая. Итак, первым делом нам нужно подготовить минтай. Сначала рыбу надо разморозить, посушить бумажными полотенцами, а далее нарезать на вот такие продолговатые кусочки. Сразу говорю, сильно мелко не режьте. Минтай здесь основной ингредиент, поэтому должны быть хорошие куски, которые потом будет удобно брать палочками. Далее нам надо переложить минтай в глубокую емкость, посолить 2-3 щепотками соли и залить столовым 9% уксусом. На килограмм минтая вливаем 200 мл уксуса. Хорошо перемешиваем, накрываем крышкой, либо пищевой пленкой и убираем в холодильник. Нужно дать помариноваться рыбе 1 час. Теперь нам нужно подготовить остальные ингредиенты. Первым делом нарежем морковь. Я взял 200 граммов очищенной моркови. Если есть терка, то можете воспользоваться ей. Но я обычно использую нож и шинкую мелкой соломкой. Для этого сначала нарезаем морковь на пластины, а уже потом соломкой. Теперь перекладываем ее в миску и нужно немного посолить. Достаточно на такой объем добавить 3 щепотки соли. Хорошо перемешиваем, чутка придавливаем и пусть тоже постоит. Морковь отдаст лишнюю влагу и станет мягкой. Теперь нарезаем репчатый лук. Его нарезать можно полукольцами, либо перьями, как вам больше нравится. Старайтесь нарезать не сильно толсто. Теперь нарезаем сладкий перец. Я буду использовать не весь, я взял 80 граммов. Тоже нарезаем тоненькой соломкой. Можете взять перец разного цвета, чтобы в готовом блюде смотрелось более красиво. Зеленый лук просто мелко шинкуем. Тем временем прошел час. Достаем минтай из холодильника. Сливаем всю выделившуюся жидкость с уксусом. Теперь хорошенько отжимаем рыбу. Только делайте это аккуратно, чтобы не сломать кусочки. Снова сливаем жидкость. Теперь достаем морковь. Она тоже выделила достаточно много жидкости. Отжимаем ее, а затем сливаем воду. Теперь к минтаю добавляем 2-3 столовых ложки соевого соуса. Если вам покажется мало, потом можно будет еще ложку добавить к готовому блюду. Кладем морковку, сладкий перец, нарезанный репчатый лук, зеленый лук. Выдавливаем чеснок с помощью чеснокодавки. Я взял 5 зубчиков. Добавляем половину столовой ложки сахара, чайную ложку молотого кориандра, щепотку черного молотого перца, 1 или 2 столовых ложки красного молотого перца. Друзья, здесь кладите по вкусу. Если нельзя острое или не любите острое, то кладите совсем чуть-чуть. И теперь сверху вливаем раскаленное растительное масло. Аккуратно перемешиваем. Сначала воспользуйтесь ложкой, только делайте это нежнее. А потом можно и руками, чтобы не повредить кусочки рыбы и перемешать более равномерно. После этого накройте емкость крышкой, либо пищевой пленкой и дайте настояться нашей закуске в холодильнике пару часов. А лучше всю ночь. Ну все, хей из дальневосточного минтая готово. Подавайте на стол в качестве закуски и приятного вам аппетита!
Друзья, хе получается нежным и вкусным. Я считаю, что вы обязаны приготовить это блюдо, особенно если у вас намечается праздник. Друзья, если вы не любите свежий репчатый лук, то рекомендую его пассеровать на сковороде в небольшом количестве масла буквально пару минут. Так, на мой взгляд, даже получается вкуснее. Что касается рыбы, то всегда покупайте минтай с шоковой заморозки, так он всегда будет сочным и безопасным. Надеюсь, видео вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк, а также подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и не забудьте, конечно же, в комментариях написать свои впечатления. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и всем пока.